Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь карельский хлеб. ГОСТ на карельский хлеб был установлен в 1950 году. И согласно ГОСТу делается этот хлеб на опаре, то есть на дрожжах. Я предлагаю в этом видео испечь его на закваске, то есть следовать рецепту ГОСТа, но вместо дрожжей мы будем использовать закваску на сейной муке. В описании к видео я приведу также и оригинальный рецепт по ГОСТу от 1950 года. Карельский хлеб готовится заварным способом из смеси муки пшеничной второго сорта в количестве 85%, ржаной сейной в количестве 10% и красного ржаного солода в количестве 5% с добавлением соли, сахара, патоки и изюма. Вместо изюма можно также использовать цукаты или мелко рубленную курагу. Это допускается ГОСТом, а также кориандра, тмина или аниса. Я предлагаю испечь этот хлеб на закваске, поэтому с вечера вместе с тем, как мы делаем осахаренную заварку на сейной муке, мы также поставим и закваску 100% влажности также на сейной ржаной муке. На следующий день приготовим опару. Для этого смешаем закваску, осахаренную заварку и муку пшеничную второго сорта. Все хорошо перемешиваем. Масса у нас вот такая вот густая. Если мы делаем опару на дрожжах по ГОСТу, то вместо закваски мы вносим 1% дрожжей, и соотношение муки и влажности у нас будет немножечко видоизменяться. Но это вы увидите в описании к видео. По прошествии времени, когда опара у нас будет готова, приготовим тесто. Для теста мы вносим также муку пшеничную второго сорта, всю опару, соль, сахар, песок, мальтозную патоку и изюм. Я вот решила взять изюм, но, как я уже сказала, ГОСТ допускает и цукаты, и мелко рубленную курагу. Поэтому вы можете делать на свое усмотрение. Карельский хлеб вырабатывается подовым и формовым, как штучным, так и весовым. В обоих случаях. И масса хлеба может быть от 500 грамм до 1 килограмма, а также, если это весовой хлеб, то он может быть от 1 килограмма до 2 килограмм. Как и всегда, воду мы добавляем по влагоемкости, и в зависимости от того, какой хлеб мы хотим испечь,
подовый или формовой, влажность теста у нас также будет видоизменяться. Для подового хлеба тесто будет более крепкое, а для формового его можно сделать более влажным. Так как тесто у нас на 85% состоит из муки пшеничной второго сорта, то, естественно, и клейковинный каркас у нас также будет формироваться. Поэтому мы видим, что он у нас хорошо сформировался, изюм хорошо встроился в тесто. И теперь можно оставлять его на брожение. Накрываем шапочкой для душа и оставляем при 28-30 градусов до заметного увеличения в объеме. Затем, для того, чтобы сформировать заготовку, смачиваем поверхность стола водой и вываливаем тесто на поверхность. Тесто очень комфортное в работе, опять же, из-за того, что оно на 85% состоит из пшеничной муки, то оно у нас не липнет, хорошо держит форму. В общем, очень приятное в работе тесто. Полностью дегазируем его для того, чтобы добиться равномерной мелкой пористости. Так вот выбиваем воздух и формируем заготовку. Так как у нас в тесте присутствует изюм или курага, или цукаты, то его необходимо убрать с поверхности для того, чтобы он не подгорал. Поэтому все вот изюминки мы убираем и выкладываем вниз, на дно. Там, где они у нас проявляются сверху, их нужно убрать, иначе они у нас подгорят. Такой же прием используется и для других хлебов. Также, если вы будете печь штолен, это также делается таким же образом. Выкладываем в форму L6 и оставляем на расстойку. Там, где еще изюминка у нас выглядывает, мы ее удаляем и делаем поверхность полностью свободной от изюма.
накрываем и оставляем на расстойку. Расстойка должна быть полной. Тут мы видим, что тесто у нас хорошо поднялось практически до края формы. Где-то 1 сантиметр остался у нас от края формы. Смачиваем поверхность заготовки водой и выпекаем. Выпекать необходимо в самой нижней части духовки, для того, чтобы избежать чрезмерное потемнение корки. Если по какой-то причине она у вас сильно начинает подгорать, просто накройте ее фольгой и продолжайте выпечку. Даем хлебу остыть на решетке и оставляем на несколько часов до полного остывания. Я оставляю до следующего дня. По ГОСТу хлеб карельский должен иметь равномерную коричневую или темно-коричневую корку, не допускается подгорелость, излишняя бледность или какое-либо загрязнение. Также толщина корки не должна превышать 4 мм. Поверхность должна быть гладкая, глянцевая, без крупных трещин и надрывов. Крупные трещины считаются трещины, которые проходят через всю верхнюю корку и имеют ширину более 1 см. Мякиш должен быть эластичный, и при легком надавливании пальцами он должен принимать первоначальную форму. Это очень вкусный, всем известный хлеб, и я настоятельно советую вам его испечь. Он вам обязательно понравится. Пеките на здоровье!